Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартюа. Меня просили записать нежить, поэтому давайте сейчас я ее запишу. Она ж, смотрите, прям со старта идет мне, прям в ручки мои. Так вот, в сегодняшнем ролике я буду злом, а добро будет бороться против меня. И вот посмотрим, чья сила будет сильнее, добра или зла. Я думаю, если со старта мне повезет с фигурами, то, соответственно, они должны меня как-то контрпикать. Но я, по крайней мере, на это надеюсь. В принципе, здесь очень классные билды есть. Во-первых, здесь есть Орк, чернокнижник. Во-вторых, здесь есть Зевс, Джакира. Да тут много, на самом деле, билдов, которыми можно меня контрить просто без единого шанса. Но, давайте мы посмотрим, как будут они реагировать на меня. Со старта по дефолту я буду играть через мехов плюс гоблинов, скорее всего. То есть то, что будет мне приходить, от этого я уже и буду отталкиваться. Ну, это естественно, да. Тут как бы гадалки не ходи, почему я буду именно так делать. А буду это именно делать так, потому что мне нужны халявные роллы. И с халявными роллами, соответственно, я смогу найти себе хорошие фигуры. Как-то так. Как-то так. На самом деле, здесь такие шикарные легендарки, что мне бы хотелось поиграть на чем-то таком интересном. Но... Зная свою удачу, ну, мне бы хотелось записать на самом деле инсектоидов для вас. Я помню, меня просили об этом. Ну как эта сила может не соблазнять, а? Посмотрите, халявный ролл на третьем раунде раз, баф гоблинов 2, винга в двойку 3. Это просто, ну, песня. Убираю сразу вот этих вот ненужных мне персонажей. Я очень сильно надеюсь, что мне придет усиление. Прям надеюсь на все 110%. Вот я бы мог вингу, конечно, продать, но я не хочу этого делать. Вот не хочу и все. Она довольно-таки сильный персонаж, особенно если я буду играть через нежить. И если бы здесь была спектра, я бы мог еще сделать 4 ведьмака. По-моему, да. Да? Или нет? Ну-ка напишите мне в комментарии, смог бы я сделать 4 ведьмака или нет. Острые наручи я беру 100% со старта. Это must-have предмет. А что с пингом, ребятки? А чё мне пинг 400? Вы куда меня закинули? На какой сервер? Я сейчас не понял. Я, кстати, острый наручи, наверное, лучше закину в Тинкера. Не знаю, хорошее это или плохое решение. Там есть, конечно, АМ. Но в Тинкера я закинул по той причине, что у него больше всех хп. И, соответственно, каждая активация острых наручей будет восполнять ему ману. И, соответственно, я что? Правильно, могу чаще кидать ракетки. Ну, естественно, если это получится. Тут уже орки со старта будут. То есть, тут уже как бы заготовочка есть, чем меня будет контрить. Скорее всего, будет это боги, орки плюс шаманы. Даже если нет, то там, скорее всего, будут просто шаманы. Мне, конечно, и нежить пришла, но я никак не могу ее взять. Я больше приоритета даю винге, нежели пуджу. Ой, там цветочка. Я ее возьму, но пока ставить не буду. Мне, в принципе, по инкаму все норм. Отдам ей вот эту вот палочку магическую, чтобы она прям нормально накидывала с ручки. И я, конечно, мехов люблю. Но я лучше сейчас возьму уровень. Через этого гоблина постараюсь монетку взять. Если, конечно, рандом благоволить мне будет. Так, там я уже вижу, со старта есть гритеры. Понятно. Будет очень-очень нелегко мне. Ну, пока нормально. Острые наручи хорошенько сработали, отлично. Тинкер нормально ракетки распределил. Они, как обычно, в лоу хпшного 3 ракетки он накидывает. Так, отлично, усиление есть. Я, наверное, халявные роллы буду тратить. У меня есть подозрение, что лучше всего их тратить. Гоблин, конечно, не смог себе реализовать, к сожалению. Обидно. Обалдеть. Обалдеть. Ладно, я траксу пока продам. Если мне придут фуловые гоблины со старта, то, естественно, я буду играть через фуловых гоблинов со старта. Там я уже буду перестраиваться. Как раз я своих врагов, скажем так, немножечко надурю. Они будут думать, что я играю на нежити, и такие против меня контрпик делать, то есть все дела, там какие-то планы строить, и т.д. и т.п. А я такой в момент с гоблинов на нежить. Они такие. И все. И все, а уже поздно. Но посмотрим. Я как бы сейчас загадываю наперед, как обычно.
Просто понимаете, у меня сейчас такой высокий пинг, что, скорее всего, я не смогу перестраиваться быстро. У меня 500 пинг, он ощущается, максимально шедеврально. Зачем? У меня есть такая вредная привычка, я думаю, все ее заметили, это покупать персонажа и продавать его. Не знаю, я не знаю, зачем я это делаю. Вот опять, я его сейчас купил, но я же его сейчас продам. Ну, пусть пока постоит, мало ли мне 2 тинкера придет. Ну, есть такая, знаете, надежда на то, что ко мне придут 2 тинкера. Там, кстати, 2 молодых человека играют через лустрик. Молодцы, ребята. Я обожаю, когда играют через лустрик. Играйте 3 человека, 4 человека через лустрик. Да, вы потом можете вырасти, но пока вы там играете через лустрик, там чел на каком-то языке написал непонятном. Вот, пока вы там играете через лустрик, я-то собираю халявные роллы, я-то себя усиляю прямо сейчас, в сию секунду, а вы ждете. Хотя на самом деле играть через победки не всегда хорошо. Иногда реально лучше через лустрик поиграть. Чисто бабка расчехлила свой пулемет. Так себе, конечно. Но я возьму уровень. Я поставлю 2 винги. И буду наслаждаться зрелищем, как они станет и наносят по 200 урона, по-моему, там, и 2 секунды оглушения. Поэтому, в принципе, это не ошибка. Это ни в коем случае не ошибка так сделать. 3 жреца, 3 чела, которые играют через НК, молодцы, и 2 гритера. Ага. Ну, кстати, как я уже ранее говорил, гритеры это идеальный контрпик нежити. Ну, как идеальный? Это сильный контрпик нежити. Вот просто чел, ну, оп-оп, туда-сюда, по ТП шалит, станы, ну, нормально, короче. Короче, нормально. И вот грех на нежити сейчас не сыграть, вы посмотрите. И Абаддон, и зомбак пришел. Там маг, конечно, собирается. Я 3 человека, которые на лустрик, я их уважаю, я бы им руку пожал за такое. Играйте через лустрик. Один гритер я уже вижу. Вижу одного кунфуиста, который через орков играет. В общем, у меня есть проблема. Гритеры, они довольно-таки неплохо могут контрить нежить. Я бы сказал, даже шикарно могут контрить нежить, если правильно подобрать персонажей. Если правильно вы подбираете персонажа, то вы все, просто берете и эту нежить разрываете в хлам на гритерах. Я, кстати, шмотку скипну, мне она сейчас не нужна, мне больше нужна мана. Поэтому я сейчас колечко отдаю тинкеру. Мана плюс 40, соответственно, тоже в тинкере. Тэпнулся. Ману 70 получил, там гритер в двойку. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Может винга успеет? Хотя винга вряд ли успеет застанет. Ну пусть стоит. В общем, кого я опасаюсь? Это гритера. И бога орка шамана. Это 2 идеальных контрпика мне. И я думаю, если мне вовремя БКБ там не придет, шар бездны не придет, то скорее всего против меня идеальный контрпик будет. Это дракон маг. Тут есть Зевс, тут есть Джакира. Очень серьезные ребята могут построиться против меня. Тут главное мне вовремя этот момент не пролюбить. Если этот момент пролюблю, то все будет очень плохо у меня. Как хорошо, что Огра закастил свою способность чуть позже. Вот это вот хорошо. А еще как хорошо, что мне бабка пришла со старта. Когда бабка со старта приходит, она такой порядок на... И Марси 2 штучки, и ДК. А можно вот так мне будет приходить всегда. Вот на 10-м раунде, чтобы у меня был там ДК, когда он мне нужен, естественно. Не когда он... Боже, там 2 гритера построилось. Вы что, обалдели? Ну-ка с гритеров спасласьте по бырику, чтобы я не нервничал. Ребята, давайте, чтобы я не нервничал. Вы своих гритеров сейчас возьмете, разберете и соберете там что-нибудь такое. Кстати, сейчас 2 гоблинов попробую поставить. Может, кто-то из них хотя бы монетку, ну, сможет заинкамить. Чтобы у меня было 10 монет. Вот. Естественно, кстати, у меня редак в двойку. Острые наручи, естественно, я отдал ему. Так как он у меня танк, так как он у меня там крутится, плюс у него больше всего армора, есть такой свой ХПРГ. Короче, просто лучше он. Я, наверное, сейчас поролюсь. Попробую усиление найти. Мне... Вы посмотрите. Боже, ты можешь не лагать. Как же ощущается. Оу, май. Так погоди. Так погоди, я ж могу выставить...
Могу ж выставить 6 нежити сейчас? Раз, два, три, четыре, пять, 6. Да, я могу сейчас 6 нежити выставить. И я возьму все-таки молот Мьёльнир. У меня так как-никак будет Муэрта керри все-таки. Либо Тракса, либо Муэрта. Один из двух. Да, вообще песня. Отлично. Еще и Винга сейчас ранее перейдет мне в тройку. Тогда будет вообще... Ну вот скажите, как здесь не играть на нежити? Посмотрите, какой билд мне сейчас пришел. Я, кстати, сейчас не буду убирать этих мехов плюс гоблинов, хотя на самом деле можно их и убрать. Я думаю, все-таки с таким пиком... Боже, я же заговорился. С таким пиком фигур мой билд 6 нежити будет вот развалистый. Кстати, классный скинчик у него на шахматисте. Такой гладиатор. Не знаю, пока не буду убирать. Придет пуджик в двойку, будет вообще шикарно. У меня будет тогда обалденный стол. Это Гриттер сейчас против меня. Сейчас против меня Гриттер. Затаили дыхание. Ну, ты можешь не сумонить, Фура? Ну, кстати, надо запомнить эту тему. Агра в Гриттеров брать. В принципе, Огр в Гриттерах это не руина. У меня 24, боже. Ну, вот. Короче, вы сами все видите. У меня пришла еще Банши. Банши пришла. Да все, сейчас перестраиваемся и выносим кабинет всем. Траксу я ставить пока не буду, она довольно-таки слабый персонаж у меня еще. Банши закидываю, соответственно, ману, чтобы она сразу закастила свой. Абадон пусть пока потанчит, потому что у него больше всего армора, плюс он может... Короче, плюсов у Абадона больше, чем у Жреца. Хотя, на самом деле, я не знаю даже, кто из них сильнее. Вот, байт на коммент. Что думаете, кто сильнее, Абадон или Жрец Нежить? Вот сейчас в таких равных условиях. Вот в кого должен был я закинуть острый наруч? Как по мне, это в Абадона. Назову свои плюсы и минусы. Почему именно Абадон? Во-первых, больше армора. Во-вторых, больше хп. Да, у него не чистый урон, конечно. Так, тут инсектоиды собираются, вижу, Пон-Пон там собирает. Но Пон-Пон, конечно, как-то делает немножко глупо, что он так собирает инсектоидов. У него будут они очень слабые. Вряд ли, что он мне сможет что-то противопоставить. Я более чем уверен, что он... Не понял. А как ты его убил? Сейчас не понял. У него сильный билд здесь. Но у него по-моему, даже послабее будет билд. Там все-таки дубли появляются. Хотя цвет у него нету. Я не понял. Но самое опасное для меня сейчас гриттеры. Не будет ярко выраженного керри у них, то будет все хорошо. Я тогда опасаться не буду. Кстати, почему я сейчас Банши закинул ману плюс 40 и колечко? Потому что она сразу закастует свою способность и начнет урон наносить. А так как у них у всех будет минус 50% хп, это сильно. Ну, кстати, видели? Импакт Абадона. Он накинул свой щит. Щит взорвался, соответственно, взорвал всех. Замечательно, я считаю идеально. Мне бы Вингайс, чтобы сейчас в тройку пришла. Просто много места занимает на столе. Очень много места занимает на столе. Вот так почистить ее немножечко, и будет замечательно. Просто, знаете, вот этот вот мусор убрать. На самом деле Винга не мусор. Если ее рано собрать в тройку, вы прикиньте, это нюк. По-моему, сколько там? 300 с чем-то урона и стан на 2 секунды. Плюс вы можете подстраиваться под фигуры противника, ставить Вингу так и мейн керри застанить. А вы представьте, что такое со старта, когда у вас минус 50% хп и застанить мейн керри. Тут может это не сработать по той лишь причине, что против меня есть несколько гриттеров. Конкретно 2. Есть фуловые охотники, кстати, 6 штук. Ну, как-то он поздновато через... Оу, май. Оу, май. Шикарно. Маска и молот. Я возьму маску. Сейчас объясню, почему я возьму маску. Если в скором времени мне приходит Рокса в двойку, то и даже сейчас я ее поставлю, все-таки как-никак это керри. Так вот. Можешь не лагать. Я ж чуть себе губу не прикусил от того, что ты лагаешь так сильно.
Он прям бесит меня. Это все из-за того, что я на нежити играю? Это ты так прямо и скажи. Что это из-за того, что ты играешь на нежити? Ух ты, кунг-фу фуловая. Оу. А он там серьезно подготовился против меня. То есть он сейчас люто нацелился контрпикать меня. Он собирает кунг-фу и орков. Если у него не получится собрать кунг-фу, то, естественно, он может перестроиться в шаманов под орками. Это тоже будет очень сильно. Боже, как хорошо я сейчас выношу. Я сейчас просто растаю от этого рандома, который мне приходит. К слову, а могу я выставить 9 нежити? Могу. 3 гритера. 3 гритера. Замечательно. Замечательно. Минус. Вот это тут паренек минус. У него шаманы. В скором времени он выставит 4 шамана, и у меня уже начнется проблема. Если не будет у меня ярко выраженного керри, который сможет защищать очень быстро, то будет плохо. Вингу, кстати, я ставлю так, чтобы я смог хотя бы половину хп этому шаману снести. То есть свапнул, половину хп снес, а так как у него еще минус 50% хп, то вы сами понимаете, насколько это жестко. И он сейчас просто кунг-фу душанул. Хорошо, что у него пока шаманов нет. И меня радует то, что пока что у него нет шаманов. Как хорошо приходит, боже. Тогда я сейчас вставляю 9 нежити, смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну что, ребятки, такую нежить вы видели? На 18-м раунде фуловая нежить. Винга в тройку, банша в двойку. Кстати, я попробую банша собрать в тройку. Я надеюсь, у меня получится. Тут я, наверное, стол все-таки закреплю. Некор мне понадобится, как-никак, это тоже неплохой нюк. И мне нужно немножечко сейчас как-то распределить всех моих ребят. Из-за того, что есть гритеры. Все-таки хрона гритера очень опасная для меня. Но банши в двоечку на 18 раунде, это сильно. Как-никак, она много урона магического вносит. Оп, сюда. В этого коня я не особо верю, но он мне нужен чисто из-за того, что он баф охотников дает. Сейчас я буду экономить по деньгам, я сейчас не буду ролить, это слово совсем, пока не выйду в 50 монет. Как только я выхожу в 50 монет, все, я начинаю активно ролить, активно усилять свой стол. Это будет шедеврально. Еще раз говорю, опасные гритеры. Сейчас они не опасны, скорее всего. У них будет очень мало хп. Они делают себе конкуренцию. Самое опасное это шаман кунг-фу. Вон он. Ну, кстати, там зверь собирается на суммонах. Это тоже очень опасно. То, что собирается зверь на шаманах, это неприятно максимально, я бы сказал бы. Хей, я даже не почувствовал сейчас. Просто минус 25 на лицо выкатил. Были бы у меня двоечки хорошие. Там вообще без шансов. Я очень сильно надеюсь, что мне придет Тракса ранее. А, кстати, а Димуэрта? Может подготовить на всякий случай мне шаманов, чтобы перебилдиться. А, так он зверей там не собирает. Я на секунду подумал, что он собирает зверей. А он не зверей собирает. Он инсектоидов собирает. Ну, знаете, я не инсектоида боюсь. Я боюсь вот этого вот типочка. Все-таки кунг-фу, все-таки шамана, который идеальный контрпик против нежити. Вдруг кто не знает, то шаманы контрят нежить просто на раз-два. Главное собрать их 6 штук желательно. Если же нет, то собирайте богов-орков, 4 шамана. Если есть хан, то у вас получится еще и горн поставить. Потянуть время немножечко для нежити. Точнее, против нежити. Ну, это шикарно. Боги, орки, шаманы идеально контрят нежить. Во-первых, да, там 50% хп скидывается, кто-то так скажет сейчас. Взгляд Зеса, посох жертвы. Оба предмета хорошие. Даже божественный отпечаток хороший, но он мне не нужен. Я возьму посох, а возьму его, знаете почему? Потому что я сейчас дамажу основным уроном через банши. Если бы у меня не было основного урона через банши, такого бы я бы не брал. Я бы брал другой предмет. Взгляд Зеса был бы... Да убери, хватит лагать. Я тебя молю. 15% магического урона это слезы. Поэтому я лучше возьму плюс 300 хп. Как-никак у меня он будет закинуть в банш.
А вот теперь огромная опасность. Мне не упал шар бездны, а против меня собрался чел на 9 магов. У меня проблемы. У меня огромные проблемы. Он меня вынесет. Сейчас он намного сильнее меня. Сейчас он намного сильнее меня. Так вот, я не договорил. Боги, орки, шаманы. Кто-то напишет в комментариях о том, что да ну как, орки это контрпик. Что ты несешь, Сань? Что ты несешь? А я отвечу. Ты какая там панда. О, неплохо винга свапнула. Я думал, он сейчас будет летать и вынесет меня. А нет. Шторм Спирит не помог. Ну, ничего, бывает. Не расстраивайся так, не расстраивайся. Все в порядке. Так вот, кто-то скажет в комментариях. Орки это контрпик? Что ты городишь? На самом деле орки это половина контрпика, потому что если вы соберете богов орков, во-первых, у вас есть чел, который полностью нивелирует магический урон, это Джаггернаут. Какой же там сильный. Там очень сильный разор. Я 100% проиграю ему. К гадалке не ходи, я уже прям я прочитал эту игру. Я ему проиграю. Инсектоиду я не проиграю, он довольно-таки слабый сейчас. Ну вот ему я сейчас проиграю на 110%. Вот смотрите, ставим ставки прямо сейчас. Ставьте на паузу ролик и говорите, проиграю я или нет. Пишем в комментариях. Пишем, вот ставите сейчас на паузу и пишите, проиграю я ему или нет. А я гарантирую, я проиграю. Я ставлю 100% гарантию на то, что я проиграю. Поэтому, ребят, это байт на комменты. Проиграю или выиграю против него. Давайте, пишем комменты, не стесняемся. А вот теперь все не так однозначно. Муэрта пришла на 23-м раунде. Кто-то ее на 23-м раунде собирает в тройку. Кто-то, да не я. В тройку он ее собрал. Ты посмотри на него. Меня злишь. Меня реально такой злит. Не знаю, как-то так, наверное, расстановку сделаю. Так я не договорил. Собирайте бога орка. Есть Джаггер, который крутится. Если... А вот, стоп. Потом. Откуда у тебя Зевс? Чтоб у меня Грангеральт тылил скилл Зевса. Помните, я говорил? Вот. Ну и усиление, естественно, прямо сейчас пришло. Ну ладно, грех мне сейчас жаловаться. У меня довольно-таки все отлично. Главное против этого мага найти хотя бы шар бездны для старта. Потом же я его законтрю единственным предметом. Это БКБ. Все. Под БКБ его чувствовать даже не буду. Но он делает ошибку. Он сейчас ставит дракона мага, и если я нахожу шар бездны, мне вообще плевать на него будет. Ставь дракон мага, ставь, дорогой. Он делает ошибку. Лучше бы он оставался на 9 мага сейчас. Ну как сказать лучше? У него есть Грангеральт, который стырил скилл Зевса. Это очень сильно. Но у него нету 9 магов. 9 магов, они все-таки дают стан. И вот это вот обледенение, оно очень сильно душит. Не душит, конечно, но против двух гритеров. Но у гритеров там, извините, 28 и 21 хп. Так, это инсектоид. Это 1000 пинг. Пинг 1000. Чё, как там дела? Давайте посмотрим, что инсектоид может. Ну, шансы были. Явно были шансы, 100%. Ладно. Не буду злорадствовать. Лучше сосредоточиться на том, что мне нужен шар бездны. Поэтому сейчас предмет 3-го тира, который падает. Орк кунг-фу, конечно. Ладно. Вдруг чего, шансы перестроиться у меня есть. У меня много хп, у меня все отлично по инкаму. Тут есть орк кунг-фу. Да, он там, когда перевоплотится. Короче, у них будет где-то по 1500 хп, когда он перевоплотится. Но это не проблема для меня. Думаю, не проблема. Ну, короче. Бог, орк, шаманы. В чем прикол? Бог, орк дает много хп, естественно. Нежить отнимает 50%. Но в любом случае, если вы собрали Джаггернаута в тройку, это будет где-то 2-3 тысячи хп у Джаггера. Ну, где-то 2000 хп у Джаггера. Вот. И когда у Джаггера будет крутилка, он полностью будет... Он вообще не будет ощущать Муэрту. От слова совсем.
Для него Муэрт это будет пустой звук. Еще бы так не лагало, было бы замечательно. Идеально Шарбезный пришел. Боже, сегодня точно моя игра. Точно сегодня моя игра. Мне бы еще Никса найти, и было бы идеально. Я бы заменил этого Пуджа на Никса. И радовался бы жизни на 120%. Так вот. Еще раз пытаюсь рассказать по поводу богов орков. Просто понимаете, у меня очень сильно лагает, меня очень сильно это бесит. Я бы уже все быстренько перестроил, но мне еще нужно подумать, как против них сыграть правильно, чтобы и самому под себя не сходить с таким вот винстриком. Ну, бывшим винстриком, ладно, окей, не с таким винстриком, с бывшим винстриком. Чел поставил 6 людей, 3 дракона, 6 магов. Ну, ладно. Найс, ты нашел пятерку себе варлока. Красава. Красава. Сейчас он самый опасный для меня. Он, шаман и вот этот маг. Все. Ну, хотя маг уже не особо опасен. Ну, чё, по 1000 пинг? Нормально. Нормально. Я, в принципе, не жалуюсь. Вот, кстати, кунг-фу это самая бесячая синергия, которая уничтожает предметами, которая уничтожает вот этим вот рандомным шансом. Чтобы вы понимали, если бы у него был какой-то отхил, он бы своим вот этим вот хитрецом вынес мне всю команду. Да у него и сейчас все шансы были вынести меня. Благо я успел его чуть-чуть раньше вынести. Так, отлично, апгрейд есть, банши собираем. Яичко, отлично, яичко, мне нравится, яичко, яичко это хорошо. Пуджая, наверное, уже не буду собирать. То есть, если придет ко мне Никс, то, соответственно, я его не буду собирать. Абадона я тоже сейчас не особо хочу апать, и лучше жреца вот эту вот тройку буду апать. Жрец тройка довольно-таки сильный перс. И очень душный. Во-первых, потому что он хилит. Во-вторых, у него довольно-таки неплохое КД. И в-третьих, он наносит чистый урон. И в огромной области наносит. Хоть Абадоны по кругу наносит. Почти по всей шахматной доске. Но тут все равно так. Вот. Муэрты, ну, 27-й раунд. Муэрты даже на горизонте не видно. Я сейчас немножечко всех кучно еще поставил. Потому что шар бездны, он работает в радиусе. А маг-дракон для меня слабое место сейчас. Ничего себе. Что? А вот теперь, знаете, я жалею, что не нашел взгляд Азеса. У него маска 5-го тира, и одна маска 5-го тира спокойно меня контрит. Вы посмотрите. У него шар бездны, маска 5-го тира, банши ему ничего не наносит, смотрите. Из крайности в крайности. Все нашли шар бездны, банши не дамажит. 25 тысяч урона мартретка накидала мне. Благо у него 7 уровень. Благо у него нет денег. Благо, что у меня более-менее все хорошо. О, спасибо! Муэрта в двоечку. Надо шмотки ролить. Надо ролить шмотки. Так, ну я буду брать Мьёльнир. Мьёльнир я беру, отдаю вот так вот банши. С банши перекидываю все шмотки на Муэрту, потому что времени у меня мало. Если бы я перекидывал сейчас вручную, было бы очень как плохо. Маг-дракон мне сейчас и не придет, только, может, иллюзия придет. Но у меня есть уже Муэрта, как мой мейн ДД. Это хорошо. Это отлично. Еще бы не лагало, было бы шикарно. Но, вот, кстати, ко мне пришел сейчас шаман Горн. Вот, смотрите. Кто-то говорил, как контрить нежить. Ребят, вот. Собирайте себе шаманчиков, выкатывайте на лицо против нежити, и все. Сила нежити пропадает. Он минус 15 мне выкатил на лицо, а мог еще больше мне выкатить на лицо. Мог настолько сильно выкатить, что я бы даже... О, отлично. Что я бы даже ничего не смог сделать. Вообще ничего бы не смог сделать. Так, о, кристалл маны, отлично. Кристалл маны я люблю, это нам надо. Ставим сейчас его как-то здесь. В каком радиусе ты работаешь? Ага. То есть на 3 клетки влево могу поставить. И тут на 3 клетки можно, в принципе. Вот так вот. Короче, как-то так сделаю. Кстати, напишите в комментариях, 2 Мьёльнира стакается или стакается 1 Мьёльнир. Очень важный вопрос. Стакается ли 2 Мьёльнира или работают они по отдельности? Мне кажется, они работают по отдельности.
Ну, мне так кажется. Хотя на самом деле, я думаю, они друг друга перебивают, как острый наруч и алое сердце. То есть, если у вас есть алое сердце и острый наруч, то будет работать острый наруч, а не алое сердце. Тоже на таком моменте, ребят, смотрите, сами себя не подловите. Не переиграйте сами себя, так сказать. Потому что я помню, как-то кидал алое сердце и острые наручи на хитреца, и такой думаю, а чё у меня алое сердце не работает? Почему у меня работают острые наручи? А ответ оказался простой. Они не стакаются. И самая слабая шмотка... Я уже себя начинаю корить за то, что я не взял алое сердце. Ой, взгляд Азеса. Я очень сильно себя начинаю корить. Вы просто посмотрите, насколько это душное создание. Оно откиливается и выносит меня, еще и Радик имеет с алым сердцем. Красава! Ну, не с алым сердцем, а с острыми наручами. Так, банши есть, отлично. О, апгрейд банши. Банши это хорошо. Хоть она и поднерфленная. Неоправданно ее нерфанули. Я приверженник того, что банши нерфанули неоправданно. Это не балансный был персонаж, как хитрец. Если выбирать по импакту в целом по катке, то хитрец будет намного мощнее, чем банша. Какой же жесткий там кунфуист. У него 13 хп, но чтобы вы понимали, он может не снести все лицо. Если еще магу придет Зевс в двойку, то вот у меня тоже будет огромные проблемы. Мне сейчас желательно найти МКБ и найти БКБ. О, как сочетаются, да? МКБ и БКБ. Короче. Ищем, ищем, ищем. Опа. Так, я сейчас буду выходить из инкама, ролиться. Мне очень срочно нужна... Отлично. Все, все, наныл. Наныл Муэрту в тройку на 31 раунде. Мои противники, если что... Да сегодня мой рандом, ребята. Сегодня я заявляю официально. Мой рандом. Мой. Не чей-то, мой. Кстати, я ж могу так вот сделать, да? Да, отлично. 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 Сегодня... Не, ребят, все. Шар бездны я даю так. Ставлю расположение своих персонажей так. Сейчас мы выносим по бырику 5 драконов, 6 магов. У него есть Зевс. Но я уже его особо не боюсь. У меня есть БКБ и Муэрта в тройку. Ему стоит меня бояться. А бояться ему нужно настолько сильно. Потому что когда я к нему приду, он пожалеет на то, что собрал своих магов. Максимально пожалеет. Еще когда ко мне банша в тройку придет, это будет вообще... А вот и маг-дракон. А Аганим ты не тому дал, дорогой. Дал бы ты тому Аганим, то было бы все у тебя замечательно. А ты не тому дал. Ну как было бы у тебя замечательно? Ничего бы у тебя замечательно уже не было. Иди в Next катай. Я на самом деле, я вот немножечко, знаете, типа... агрессию свою показываю этому магу-дракону. Ну как, через вас. Два гриттера, у этого есть и... Хорошо, что я взял сейчас МКБ. Видели шмотки Мартры? Но я, кстати, МКБ еще брал из-за того, что против меня есть чел с Радиком. На которого тоже бы миссы распространялись. Кстати, маг-дракон вылетел. Маг-дракон вылетел. А значит, мне шмотки на маг-дев не нужны. Но я БКБ все равно оставлю, потому что есть против меня орк-шаман. А как мы знаем, есть шальной хекс. Дефаться от этого хекса у меня нечем. Кроме БКБ. Даже доспех экзорцизма, если бы у меня был, это было бы без толку. Доспех экзорцизма бы, ну, не работал. Я знаю, этот доспех бесполезный, он меня очень кумарит. Прям... Я не могу найти нормальных цивилизованных слов, чтобы объяснить, почему он меня настолько сильно кумарит. Это бесполезный предмет. Он полезный только, чтобы баш 4 тира снимать. И то не всегда. Сейчас БКБ спокойно справляется со всеми своими обязанностями. Снимает дебафы, обезоружие, т.д. и т.п. Вот бы еще пинг поправляло. Было бы отлично, но нет. Ну вот, кстати, смотрите, против меня снова шаманы пришли. Он змейку в тройку насумонил, смотрите, что сейчас происходит. Он меня душит своей змейкой. Как хорошо, что у меня есть Муэрта.
Она хотя бы немножко, но физический урон заигнорит. Но из-за того, что у чела есть кунг-фу, у меня есть проблемы. Из-за того, что у чела есть кунг-фу. Он может меня просто двумя тычками сейчас ваншотнуть, и я поеду в next. Но тут есть еще одна проблема. Видите, насколько сильно я дамажу змеек? А все из-за того, что у этих змеек 80% сопротивления к магии. Не сработай ваншот. Ваншот, не сработай. Спасибо. Спасибо тебе. Кстати, забавный факт. О, почти банша в тройку. А, так у него не полное кунг-фу, чего я опасался? Я думал, у него полное кунг-фу, и из-за этого он мне сейчас разнесет лицо. Я почему-то так думал. Но у него нету полного кунг-фу, поэтому лицо он мне не разнесет. Отлично. Ну как, у меня было, конечно, минус меньше 50% хп, но, извините меня, меньше 50% хп это слезы. Это слезы. Не всегда сработает. Не, ну, на самом деле это зависит от рандома. Если бы ему повезло, то он бы мне ваншотнул Муэрту, и все было бы замечательно. Как же лагают. Итак, дубль 2, Гритер. Сейчас мы посмотрим, кто сильнее. Твой жрец тройка или моя Муэрта в тройку? Я ставлю на Муэрту, естественно. Если ты думаешь, что ты сможешь от нее уйти, то нет. На самом деле, из-за того, что у нее шар бездны есть, посмотрите, насколько сильно режется урон. Я его физ уроном больше дамажа, нежели магическим. О, минус 1. Минус 1. Вот это я понимаю усиление, ребята. Вот это усиление. Я говорю, что эта игра моя. Что бы я сейчас в этой игре не делал, что ты делаешь, молодой? Кунг-фу? Из жрецов? Так у тебя же 2 жреца всего лишь в бафе. В чем прикол? Сейчас вот Гриттер, кстати, против меня. Да, тут без шансов. У меня есть масочка на отхил, тут без шансов. Просто посмотрите, как я его разрываю. А, у него же мартретка, боже. Но у него мартретка с мясами, поэтому... у тебя были шансы, 100%. Да, на самом деле он меня мог вынести. Еще и как мог вынести. БКБ, по сути... Ах ты ж хитрюга. Вы видели? Он сделал жрецов фуловых сейчас. А я заролил медальончик. И кто молодец? И я молодец. Сейчас будет смешно, если он меня будет выносить. Энигма, ну, он мне уже не нужен. Тоже не нужен. Но прикол в том, что этот жрец, он сможет всего лишь одну... Не понял. Боже, мне так повезло. Кто вдруг сейчас не понимает, почему не повезло, сейчас объясню. У меня остались первого тира последние 4 предмета. И из-за того, что я в предыдущем раунде рольнул этот медальон, я не ожидал, что он перестроится в жрецов. Этот медальон у меня все равно не пропал, потому что у меня осталось последние 4 шмотки. Отлично. Отлично. Почему я так переживал, так объясню. Вот этот жрец, нежить, он стоит 7 монет. Он будет брать сейчас под контроль мою банши. Он не будет брать под контроль мою Муэрту. А если бы он брал под контроль мою Муэрту, были бы проблемы. Но сейчас проблемы у него. Что ты будешь дальше делать, дорогой мой? У тебя шансов нету. Даже у тебя фуловое кунг-фу сейчас не поможет. Почему ты сейчас узнаешь? Сейчас ты прочувствуешь на себе. По полной программе. Прям когда у меня Никс апнется в двойку. Вот сейчас. В самом деле, я не ожидал, что мне настолько будет фартить в этой игре. И я не ожидал, что я единственный, кто будет собирать нежить. Я вообще этого не ожидал. Он просто банши взял под контроль. Все. Куда кунг-фу срабатывает? Успокойся. Молодой. Молодой горячий, успокойся. Вот так. Все. Шансы у тебя были.
Шансы у тебя были. Красиво перестроился. За его перестройку ему лайк. Красиво перестроился. Реально, ну, у меня даже больше нет слов. Но я больше опасался мартретку. Повезло бы мартретке чуть-чуть побольше с этими предметами. Посмотрите. У нее особо не очень хорошие предметы. Вот реально не очень хорошие предметы. По сравнению со мной, либо с этим чувачком. Просто четко, да? Это круто. Мне... В общем, давайте подведем итог. Мне в этой катке нереально фартило. Нереально. Мне пришло все, что я хотел. Муэрто в тройку. Да, поздно. Многие мои противники, когда играют на нежити, Муэрто приходят в тройку на 20-м раунде. Это многие такие противники. И у меня тогда просто кипит настолько сильно, что я хочу ему в чат прям написать: чел, как? Как ты это делаешь? Как ты находишь Муэрто в тройку? Объясни мне. Я даже если на 6 уровне или на 5 ролюсь, мне Муэрто в тройку не приходит рано, потому что ее просто нет. Даже если конкуренции на нее нет. Ее нет. Не хочет. Я сколько раз на гритерах играл. Сколько раз я хотел записать Муэрту под гритерами. Вот такой кукиш мне. Не буду показывать на камеру, это неприлично. Так вот, подведем итог по нежить. Нежить контрится очень легко, шаманами. В любой вариации почти. Собираете 6 шаманов, все. Выносите просто вперед ногами. Так же самое под шаманов идеально собирается кунг-фу. Извините, но кунг-фу это кунг-фу, которая будет душить. Душить по максимуму. Она уничтожает предметами. Нежить же уничтожает тем, что минус 50% хп и суммоны. Кунг-фу спокойно решает этот вопрос. Боги-орки плюс шаманы тоже спокойно решают вопрос. Джаггер, он крутится, вечная крутилка, просто маска 5-го тира. И все. Вечный отхил, да даже бусы 3-го тира дают ему отличный отхил под его крутилочку. А Муэрто что? У нее будет окно в 3 секунды, чтобы дамажить Джаггера. 3 секунды окно, чтобы дамажить Джаггера. А она в какой-то момент доупрется в него и будет бить именно его. А он с вечной крутилочкой. И что там по урону будет? У Джаггера на крутилке 80% иммунитет к магии ко всем дебафам. Что ты будешь ему делать? А не забываем, есть еще такие типочки, как шаманы, которые перевоплотятся в нужную фигуру и расскажут нежити, что почем. Как-то так. Вот, 2 билда, которые выносят их на изи. Но есть самый легкий билд, говорю вам всем. Самый легкий билд. Я еще сделаю короткое видео, у меня есть одна такая нарезочка, посмотрите его. Почему нежить выносится без шанса этим билдом. Это звери. Звери через суммоны. Я еще раз подчеркну. Через суммоны. То есть через ЛД, через фуру, через трента. Трент как танк идеальный. Есть тинча, который еще и хилит. Просто вам что нужно для того, чтобы выносить нежить на зверях? ЦМ-ка с мантой, 9 уровень и легчайшая. Либо же вы делаете себе так. 4 бога, 6 зверей, 2 друида. Ну, естественно, там инча, фура, ЛД. Все на суммон, все на ману. То есть 3 пары арканцов, либо 2 пары арканцов, это 2-го тира, которым мана в радиусе дается. Раскидываете по своим суммонам, ставите их в ряд, со старта получаете full ману, сразу получаете суммоны. Если у вас еще есть рок войны, некромикон, рефреша, все. В ЛД закидываете, фуру закидываете и выносите всех в нулину. Ну, естественно, червячка еще собираете по пути. Все. Я, в принципе, рассказал здесь максимум по этой карточке, показал вам что и как. Я не люблю играть на мете, потому что это слишком легко. Да, конкуренция, да, все такое. Мне нравится больше играть против нежити. Я записал этот ролик, потому что это было очень легко. Это не инсектоиды, это не гоблины-мехи, которых очень тяжело реализовать, да, через легендарные там роллы. Поэтому записал из-за того, что это было легко, быстро и плюс интервал времени довольно-таки хороший прошел на моем канале, когда я последний раз нежить записывал. Ну, в принципе, все, ребят. Понравилась каточка? Соответственно, не забудьте ставить свой лайк и комментарий, что думаешь по этой катке в целом, ну и в поддержку моего ролика, чтобы он пошел в продвижение, в массы, чтобы больше была аудитория. Также, ребят, у меня цель 5000 подписчиков на канале, поэтому кто не подписан на YouTube, обязательно подпишитесь. А на телегу у меня 1000 подписчиков цель. Может, до Нового года мы ее успеем хотя бы половину собрать, поэтому телеграм закреплен в комментариях, хотел сказать записан в комментариях, закреплен в комментариях.
Подписывайтесь, не стесняйтесь, у нас там чат комьюнити. Я пишу, когда стримы, информацию по игре, в целом провожу какие-то опросы. То есть мучу движ, но без спама. Присоединяйтесь. Всем удачи.